Обзор карты боевых действий в период с 15 по окончание 31 октября 2022 года. За последние недели ситуация не потерпела существенных изменений. Стороны накапливают силы и готовятся к активизации боевых действий, в частности на Сватовском и Херсонском направлении. Украинские войска продвинулись в направлении Сватова, а также дороги, соединяющие Сватово и Кременную, в результате чего заняли несколько населенных пунктов. В то же время российские войска имеют некоторое продвижение в окрестностях Бахмута, а также на Донецком направлении. Это места наибольшей концентрации усилий российской армии. Российские подразделения из ЧВК «Вагнер» обустраивают линию обороны на территории Луганской и Донецкой областей. Очевиден замысел российского командования избежать стремительных прорывов обороны украинскими войсками, как это было ранее на Харьковском и Херсонском фронте. Российские официальные лица заявили об эвакуации мирных жителей из города Херсона и окрестностей. По их словам, они опасаются возможности наступления украинской армии и захода в областной центр. Руководители украинских органов власти комментируют эти заявления как провокацию. Купянский фронт, включая крести Сватова и Купянска. Украинские войска продвинулись в направлении города Сватова и заняли следующие населенные пункты: Мясожаровка, Надия, Кармазановка, Невская и Новосадово. Сообщается, что российские войска полностью покинули западную сторону реки Жеребец. На восточной стороне водной артерии продолжаются активные боевые действия. Обе стороны проводят контрнаступательные действия с переменным успехом. На данный момент сражения проходят в районе населенных пунктов Новоселовская, Макеевка, Площанка, а также Червона-Поповка. Ранее сообщалось о боях восточнее поселка Андреевка. Северско-Донецкий фронт, включая район Кременной, Лисичанска и окрестностей Бахмута. Кременское направление. Российские войска атаковали в направлении поселков Терны и Новосадово. Продвижение не зафиксировано. Лисичанское направление. Украинские войска продвинулись в направлении Лисичанска и заняли поселок Золотаревка. Российские подразделения предпринимали контратаки в направлении вышеуказанного населенного пункта, а также в районе Белогоровки, что севернее. Успеха не наблюдалось. Активные столкновения продолжаются в районе населенного пункта Спорное, а также в окрестностях Верхней Каменки, что севернее Спорного. В сводках последних дней украинский генштаб сообщил о боях в районе Николаевки, что юго-восточнее Спорного. Стоит отметить, что ранее обе стороны сообщали об активности армейской авиации как раз на этом направлении. Ожидаем подробностей об обстановке в этом районе. Бахмутское направление. Непрекращающиеся бои проходят в Яковлевке, Солидаре, Бахмутском и их окрестностях. Ни одна из сторон не сообщает о продвижении в этом районе. Жестокие сражения продолжаются в окрестностях Бахмута. Несколько дней назад появились многочисленные сообщения от украинских источников об успешной контратаке ВСУ на восточной окраине Бахмута. Косвенно это подтвердили российские источники, заявив об оборонительных действиях своих войск в районе асфальтобетонного завода, что находится юго-восточнее самого города. В районе Опытного и Иванграда также продолжаются активные бои. Российские источники ранее сообщали о занятии поселка Иванград, но подтверждений этому не имеется. Южнее Бахмута на данный момент сражения проходят восточнее линии населенных пунктов: Клищевка, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Азаряновка. Поступают сведения о занятии российскими подразделениями поселка Зайцево, что юго-восточнее Азаряновки. Также наблюдаются бои в окрестностях Майорска. В течение последних дней сообщалось о подтягивании резервов украинской армии в данный район боевых действий. Продолжаем наблюдение за обстановкой. Проводим оперативное наблюдение за обстановкой на фронтах в нашем телеграм-канале. Карты с актуальной информацией, аналитика текущей ситуации и многое другое. Ссылка в описании под видео. Оставайтесь в курсе событий. Донецкий фронт, включая центр и юг Донецкой области. Центральное направление. Зафиксированы бои в районе Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Каменки и Авдеевки. О каких-либо продвижениях не сообщается. Напряженная ситуация наблюдается в окрестностях Водянова. Несколькими днями ранее сообщалось о выходе подразделений российской армии на окраины населенного пункта. На данный момент ситуация в поселке окутана туманом войны. В районе Первомайского и Невельского российские войска не прекращают атаковать украинские позиции. Поступают сведения о некотором продвижении российских подразделений на восточной окраине Первомайского. Южнее, в районе Красногоровки, наблюдаются бои.
В направлении Марьинки зафиксировано повышение активности российских войск и сосредоточение дополнительных подразделений для наступления на украинские позиции. На данный момент ни о каких продвижениях в этом районе не сообщается. Украинские войска отражали атаки российских подразделений в окрестностях Новомихайловки. Южное направление. Несколькими днями ранее российские ресурсы сообщали о начале масштабного наступления на украинские позиции в районе Угледара. По текущей ситуации на данный момент известно, что российские части сумели несколько продвинуться и выйти на окраину поселка Павловка. О прочих продвижениях на данный момент не сообщается. Также зафиксирована боевая активность в окрестностях Времьевки. В этом районе линия фронта остается прежней. Запорожский фронт, включая Запорожскую область. На Запорожском фронте за последнее время никаких изменений не произошло. Херсонский фронт, включая окрестности Херсона и Николаева. Наблюдаются столкновения в районе Новой Каменки и Сухого Ставка. В районе поселка Пятихатки зафиксированы активные бои. Несколькими днями ранее сообщалось о заходе в населенный пункт украинских подразделений. Кто достоверно контролирует поселок, на данный момент неизвестно. На южном участке фронта поступали сообщения о боях в районе населенных пунктов Терновые Поды, Зеленый Гай. Продолжается эвакуация мирных жителей на восточную сторону реки Днепр, ранее объявленная российскими властями. Неоднократно поступали сообщения о возможности подрыва Новокаховской дамбы, что может сделать невозможным транспортное сообщение между правым и левым берегом Днепра в этом районе, на фоне чего командующие российской армией ранее заявляли о возможности непростых решений на этом участке фронта. Продолжаем следить за ситуацией. На этом все. Подписывайтесь, оценивайте видео, оставляйте ваши комментарии. Поддержать канал финансово можно на платформе Patreon по ссылке в описании. И мирного неба над головой.